Доброго времени суток всем обитателям кубического ЧЗО. На связи комьюнити-менеджер команды Эксбо Татоя Тата. Сегодня 5 марта, среда, а значит самое время объявить о старте нового сезона «Назад в изнанку». Сейчас я расскажу вам об особенностях нового сезона и в целом поговорим об изменениях в игре, которые он с собой принес. Говорю сразу, патчик вышел далеко не в 3 строки. Когда я его первый раз увидел, у меня глаза из орбит вылезли от такого количества всяких разных нововведений, которые засунули в один патч. Тут у нас и новый сезон, и перестройка обочины, новый ПНВ, и даже новый мутант. Да-да-да, вы не ослышались, это правда, в зоне появился новый мутант, но давайте обо всем по порядку. Как я и сказал, с сегодняшнего дня в нашей любимой игре стартует новый сезон «Назад в изнанку». Самого ивента на старте сезона нет, но он появится уже совсем скоро. Об этом свидетельствует новая квестовая линейка «Хрупкое начало». В зоне начали замечать появление новой флоры и фауны, странные растения, о свойствах которых можно только догадываться, и сверхбыстрые клещи. Они появляются из ниоткуда и через мгновение исчезают в никуда. Старожилы болтают, что скоро откроются проходы в загадочную изнанку. Связаны ли эти события? Ответ стоит искать у вашего старого знакомого доктора Сергея Сосенко. И поторопитесь, квест открывается после прохождения обучения и будет доступен для прохождения в течение 2 недель. Помимо квестовой линейки, которая начнет знакомить нас с грядущими событиями в зоне, мы можем потрогать новенький Battle Pass со вкуснейшими наградами. Давайте пробежимся по основным из них. На 25 уровне нас ждет скин Искаженный. На 50-м нож Эндшпиль с мотивом Опустошитель. При достижении 150 уровня мы получим схрон «Забытый багаж». И ведь действительно, разместив его где-нибудь в зоне, о нем можно со спокойной душой забыть, ведь он будет существовать там, где вы его оставили целых 90 дней. На 200 уровне располагается дробовик Бричер с мотивом на него под названием «Прорыв изнанки». На 270-м набор тематического декора для убежки. За 300 уровень мы получим экзоскелет Гренадер с мотивом на него, а на 350-м автомат АЛК Стрекоза с мотивом Стрекот изнанки. На 450-м контейнер Фантомный Крик с парочкой очень красивых красочек. Ну и главная награда этого Battle Pass'а, помните, я вам про нового мутанта в зоне говорил? Так вот, на 500 уровне вы получаете в пользование личного мутанта МК-47 Мутант. Довольно интересное оружие не только своими статами, но еще и крутой моделькой. По шаблону этот мутант напоминает по большей части АК-15, только чуть более комфортный и с возможностью установки барабана на 75 ПТ. Интересно будет опробовать его в деле. Также хотелось бы поздравить людей, собирающих штурму или гаусс за талоны. Если вы тратили талоны только на эти части и закрывали все батлпассы в течение года, то в этом сезоне вы сможете получить долгожданную броню или оружие, с чем я вас и поздравляю. И себя поздравляю тоже, кстати говоря, ведь до штурмы мне оставалась последняя часть. И после достижения 250 уровня я наконец ее получу. Ура, ура, ура! 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 Так, порадовались немножечко и давайте назад к патчу. Новая сезонная валюта получила название Изонит. Вот так вот она выглядит. За нее все так же можно купить разнообразные кейсики или сыворотку, например. Лимит на покупку сыворотки, как всегда, в новом сезоне сбросился, так что не забудь купить ее, как появятся лишние изониты. Содержимое элитного и тактического кейса также немного изменилось. Добавили возможность купить парочку олдскульных обликов на Сатурн и ВССМ и несколько мотивов в стилистике нового сезона. Хочется отметить, какой же красивый получился АМБ в этом мотиве. Фу, шиш. Во внутриигровом магазине для покупки также доступен стартовый набор сезона «Назад в изнанку». При его покупке вы получите 10 уровней сезонного пропуска, премиум на 7 дней и 2 уникальные краски на броню и оружие. Ну и конечно, куда же без новых сезонных ящиков? Они получили название «Забытые припасы». Удивительно, что они называются именно так, ведь как можно забыть ящик, в котором выпадают части такого снаряжения, как СБА танк, ХК XM8S, Скар СССР и, внимание, RPL-20. Решение о добавлении частей RPL-20 в ящики связано с тем, что разработчикам хочется увеличить количество пользователей данного оружия, что позволит точнее настраивать его баланс и выпускать для него больше косметики. Что примечательно, теперь если вы собрали из чертежей предмет, который у вас уже есть, вы сможете обменять его у скупщика на довольно-таки неплохую сумму сезонной валюты. Обновление локации Юга. Частично была перестроена локация Болото, локация Обочина была
было перестроено полностью. Сделано это потому, что старая локация сильно устарела. Старая устарела. Тавтология какая-то получилась. Но что поделать, если так оно и есть. Более подробно об этом рассказывал наш главный левел-дизайнер Миар в заметках разработчиков. Оставлю ссылочку на это видео в описании, если кто не видел. При перестройке обочины также были обновлены некоторые квесты. Какие-то задания претерпели кардинальные изменения, а другие были заменены совершенно новыми приключениями. Например, загадки К были полностью переписаны и упрощены, чтобы сделать их более доступными и интересными для игроков. База диггеров и безопасные зоны локации обочина были также переосмыслены. Одна из ключевых проблем базы диггеров — это общая сейф-зона для двух противоборствующих фракций на центральной части локации свалка техники, то есть на самой опасной части одной из самых опасных локаций. Даже визуально эта сейф-зона считалась одной из самых устаревших. Поэтому было принято решение рассоединить базу диггеров на отдельную базу для сталкеров и отдельную для бандитов. Теперь база диггеров для бандитов располагается на локации Агрокомплекс Колос, а для сталкеров на локации Черные Ивы. К тому же теперь они располагаются не под землей и называются Хата диггеров у бандитов и Диггерская делянка у сталкеров. Если игрок посетил базу диггеров, то у него есть возможность снова появиться на данной сейф-зоне. Так как это не основная сейф-зона, то в ней игрок может только купить расходники и зарядить устройство, чтобы продолжить свой путь дальше. Но доступа к персональному складу на этих базах, конечно же, нет. Сейф-зоны Фотон 2 и гаражи были вторыми по градации устаревшие. Так что было принято решение полностью их переосмыслить с учетом нового визуального стиля локации обочина. Теперь на стороне бандитов расположена база Сельская школа, а на стороне сталкеров пожарная часть. Данные базы сделаны с уклоном на удобство нахождения в них игрока. Основные квестовые NPC теперь будут находиться в отдельных удобных местах, где игроки не должны сильно мешать тем, кто просто хотел закупиться расходниками на следующую вылазку. Все торговые функциональные NPC в безопасных зонах обочины будут находиться рядом друг с другом. Новые игроки смогут визуально определять расположение нужного NPC благодаря обновленным моделям знаков и самих прилавках, где находятся торговцы. Сейф-зоны на болотах переняли часть этих улучшений и для себя тоже. Теперь там также более удобно располагаются квестовые и торговые NPC. Геометрия комнат была переработана в угоду более комфортного перемещения. В будущем разработчики планируют перестроить также локацию бар и сейф-зоны северных фракций, уйти от сейф-зон бункерного закрытого типа, дать каждому функциональному NPC свой узнаваемый визуальный стиль и добавить новые механики, которые углубят взаимодействие игроков на сейф-зонах. Теперь поговорим о новых QoL улучшениях, которые мы всегда так рады видеть в патчноуте. В описании события на карте добавлен обезличенный прогресс-бар захвата активного аванпоста. При наведении на иконку события на карте можно узнать о прогрессе захвата аванпоста. Также было добавлено уведомление о начале битвы за аванпост. Уведомление появляется по следующему принципу. Для атакующих при начале события на убийство босса аванпоста, для обороняющих в начале стадии активного захвата аванпоста. В характеристиках оружия и персонажа добавлено отображение ранее скрытого штрафа скорости передвижения, работающего, когда оружие находится в руках. Добавлена возможность полной распаковки запакованных предметов. Переработана сортировка ассортимента торговцев на всех сейф-зонах. Начиная с северных локаций, в ассортимент торговца были добавлены вещи, которые крафтятся в убежище. Естественно, эти предметы нельзя купить у торговца, но теперь игрок может добавлять крафтовые предметы в свои торговые наборы для быстрого закупа. Так как эти предметы нельзя купить, получить их можно только при наличии на персональном складе при помощи функционала «Использовать предметы из персонального склада». Также теперь есть возможность посмотреть крафт предмета из меню торговца при нажатии ПКМ по крафтовому предмету. Переработка приборов ночного видения. Ночи в зоне отчуждения стали значительно темнее. Чем дальше игрок продвигается на север, тем темнее становятся ночи. И если на болотах еще можно обойтись без прибора ночного видения, то дальше уже никак. Были глобально переделаны все приборы ночного видения. Разработчики постарались убрать все проблемы прошлых ПНВ и сделать игру с ними более приятной и комфортной. Из приятного теперь при включенном ПНВ четко видны экраны детекторов SN2U ножка и экран
облика Castor F2N на FAMAS G2. Получить все ПНВ теперь можно только через древо бартера. Последняя модель ПНВ подразумевает 3 вариации разных цветов. Выбор между ними абсолютно бесплатный, чтобы игрок мог выбрать тот вариант, с которым ему будет комфортнее играть. Также добавлены 2 концептуальных ПНВ. Сломанная ПНВ и AUF Scary NVD. Они созданы в первую очередь для создания медиа-контента, но никак не для результативной игры. Была произведена замена старых моделей ПНВ на новые штурмовые модели соответствующего качества. Все передаваемые ПНВ конвертируются в персональное ПНВ с сопутствующей компенсацией. Всем привет! Если что, вы всегда можете оставить ваши комментарии по поводу убежища и ПНВ в этой вот ссылочке на форуме. Вот тут она где-то будет. Вот, жду вас всех там. Ваш Пластинка. Изменение бартерных веток брони. Командой разработки было принято решение убрать из бартерной прогрессии все поношенные и поврежденные версии костюмов. Помимо этого, из прогрессии научной ветки костюмов были убраны костюмы Ким 113 Иолит, Ким 116 Изумруд и Ким 105 Топаз. Также из прогрессии комбинированной брони был убран бронекостюм Скиф 4B. Теперь все версии костюмов представляют собой линейное развитие и прогрессию, кроме веток АО и экзоскелетов. Эти ветки, как и раньше, начинаются в ветках других классов брони, научной у ветки АО и комбинированной для ветки экзоскелетов. В рамках этой переработки некоторые облики брони переместились на последние виды брони из прогрессии. В связи с этими изменениями нужно было немного сбалансировать статы некоторых костюмов, ну и конечно же выдать компенсацию игрокам, чьи костюмы убрали из игры. Командой разработки было принято решение компенсировать бартер игроков в зависимости от времени владения броней и, соответственно, раскрытого потенциала мастерской брони. Правки сигналов юга и крафт бурята. Отныне сигналы на таких локациях, как свалка техники, яма, лес, мертвый город, могильник, путь дураков и Полесская, будут больше зависеть от количества игроков на локации, что в среднем упростит их получение. Также крафт бурята и контейнеров с камуфляжем будет ориентирован на северные локации, что в среднем делает их доступнее и актуальнее. Ну и балансные правки, куда ж без них. Из особо примечательного, РШ-12 увеличили множитель урона по конечностям с 0,7 до 0,8. Пулеметом накинули немного разброса от бедра и убрали снижение разброса на 60% в положении лежа. Некоторым пластинам немного увеличили показатель брони. Что касается изменений магазинов. Ранее штрафы и бонусы от магазинов являлись чрезмерными, из-за чего условный автомат с эргономичным магазином мог иметь значительно меньше разброс от бедра, чем пистолет-пулемет, преимуществом которого по умолчанию является сниженный разброс от бедра. Похожая ситуация происходила и со штрафами. Автомат с барабаном мог иметь значительно больше разброс от бедра, чем пулемет. Сложившаяся ситуация плохо сказывалась на восприятии оружия, из-за чего рамки штрафов и бонусов будут значительно сужены. Перегрев. Ранее лимит перегрева у оружия никак не учитывал изначальный урон и выставлялся исключительно по размерности магазинов. Принцип выставления лимита был изменен, теперь в нем учитывается урон, который оружие должно наносить на своем уровне. Правки убежища. Была добавлена возможность быстрого выхода из убежища в открытый мир. Выход ведет на локацию, соответствующей последней посещенной сейф-зоны. В интерфейс ноутбука добавлена возможность убрать все объекты, пристройки и декор, а также посмотреть характеристики объекта и оставшиеся пристройки. Также в ноутбук были добавлены все функциональные NPC сейф-зоны с некоторыми изменениями. У торговца снаряжением в убежище теперь можно приобрести любой бартерный предмет в соответствии с уровнем репутации желаемого снаряжения. При прокачке генератора улучшается и исследователь убежища. Появилась возможность увеличить скорость расщепления энергии у ученого. На торговцев убежища также работают все усиления от бонусов фракций и бонусов подразделения. Добавлена возможность заряжать устройство в инверторе за энергию убежища. Теперь при смерти можно выбрать возрождение в убежище. При выборе этого пункта оно станет приоритетным. Также работает и наоборот. Аванпосты и квестовые локации все еще будут иметь самый высокий приоритет места возрождения. Добавлена возможность перейти в убежище с обычной карты, а не только с глобальной. Также добавлена функция для перехода в убежище с карты на кнопку Q. Переходить между вкладками крафтов предметов теперь можно назад и вперед при помощи кнопок Q и E. Вместимость предметов в убежище увеличена до 300. Так же, как и в случае с изменением ПНВ, у каждого есть возможность оставить свой фидбэк на форуме по ссылочке в описании. Прочие изменения и правки. В наполнении сейфов были добавлены новые предметы. Во всех видах сейфов теперь можно
можно также найти продвинутые инструменты и запчасти. Награды за ежедневный вход больше не имеют времени, по истечении которого они пропадут. Даже Арсен решил что-то поменять в своей жизни и теперь дает немного больше респекта вот за эти предметы. Сезонные очки сессионных боев и мертвого времени теперь выдаются не в виде очков с таймером, а в виде запечатанных сезонных очков, привязанных к текущему сезону. Теперь для смены копии локации путем перехода необходимо подождать 30 секунд. Смерть персонажа также сбрасывает этот таймер. На локациях расставлены пузыри, которые направлены на смену копии локаций. Добавлены модельки патронов, лежащих на земле. Исправлено некорректное появление игрока при прохождении финального штурма Кузни 11 в сюжете Севера, когда он появлялся прямо перед огнем противника. Исправлена ошибка, из-за которой нельзя было поговорить с Мормоном. Обновлены маски покраски Sig Sauer P320 и ALK-22 Стрекоза. Фух, ну а на сегодня все. Пойду фармить Battle Pass, штурма сама себя не залутает.